Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались наш сегодняшний прямой эфир. Игорь Масичук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Дико извиняюсь за опоздание. Бывает. Друзья, всем большое спасибо не только за то, что дождались, а еще большое спасибо за то, что ставите лайк, за то, что бурно уже обсуждаете все происходит у нас, собственно, в политикуме. Будем касаться мы всех перипетий сегодняшнего дня. Судя по всему, Алла Борисовна поет свою лебединую песню. В связи с этим опрос. Он звучит следующим образом. Усидит ли Ермак? Да? Очень все просто. Варианты. Усидит, уйдет вместе с Зеленским, формально уйдет, а поставят некоего фунта или фунтиху, там уже запустили слух, что Маркарова, так сказать, на собеседование приходила, ну или показательно разопнут. Ну, то есть, чтобы неповадно было, что, эх, вот как Ермак злой и ужасный. Да, Али-Баба. Там Порошенко, кстати, сегодня там блокировали трибуну, выходил, говорит, спросил, говорит, у чата GPT, у искусственного интеллекта. Как спросил, сегодня целый день сбои у него. Но, тем не менее, говорит, это тот, кто узнал от, скажем, сокровищницы заклинания и вот имел доступ к этим деньгам. А еще так зовут Ермака. Какой умный у Порошенко чат GPT. Хранитель пещеры разбойников. Какой вариант выберете и что думаете по поводу Аллы Борисовны? Значит, у меня вариант один. Я вчера запускал вопрос у себя на канале, на Телеграм, и мой ответ один. Если мы хотим добра стране, добра народу, должны уйти все зеленые гниды во главе с Зеленским. Ермак это эпизод. Понимаете, вот когда говорят Миндич, 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 потом говорят Ермак, Ермак. Нет. Есть царь Мидас. Он во главе пирамиды. А Миндич и Ермак это всего лишь это самое подносие ее. Ну, смотрите, это достаточно опасный вариант. То и Зеленский уходит, и Ермак уходит, и вот этот Кабмин уходит. Так а кто останется? Александр, смотрите, я на прошлой неделе записывал интервью с Александром Тупицким. На этой неделе продолжу. Смысл какой? Бывший глава Конституционного суда. Есть Конституция. Либо мы ее принимаем, берем, и принимаем по ней решение. Либо нету государства, вот и все. А по Конституции есть один путь. Отстранение от власти Зеленского есть только конституционным путем. Парламент говорит, Вася, ты президент. И все. Политическая власть уходит в парламент, военная власть уходит к главкому ЗСУ. Понятно, не к Сырскому, потому что я, господи, прости, не хочу даже говорить. А новый главком, новый глава парламента и все. Ну, смотрите, тут другой момент. Зеленского призывают сейчас уйти самому. А он поехал в турне. Он отправляется в Испанию, до этого был у Макрона, в Греции был, а завтра он переговоры возобновляет. Возникает очень важный момент. Слуг он собирает в четверг. Может быть. Вроде как, да, пошла такая информация, и какие-то решения важные, ключевые будет принимать. Короче, никто сдаваться не собирается. Ну и, собственно, от того, что он проанонсировал решение, что вполне вероятно, что, может, и Ермака уберут. Умеров тоже вроде как в этих числах должен вернуться.
Так, а о чем завтрашняя встреча и как вы видите расклад у Зеленского? У него достаточно маленькая скамейка запасных. Там не в запасных дело. Там абсолютно, Александр, в других вещах дело. Первое. Умеров вчера в США давал показания. ФБР. Он давал показания по делу маленькому, как бы, которому он вроде бы и дела не, ну, напрямую, как фигурант, не имеет. По ПЗ, Одесскому припортовому заводу. Но в то же время, ну, мы понимаем, что давал по всему. Второе. Умеров он-то вернется. И у меня сомнений не было, что он вернется. Только каким и с чем, это уже второе. И по поводу Зеленского и его турне. Ну, давайте разберем по полочкам, как говорится. Смотрите. Не, вы мне скажите только одно, смотрите. А может Зеленский не вернуться? Не, он вернется. Ну, погодите. Смотрите, тут же как. Я вот, например, читаю «Политико» сегодняшнее. Вот с Макроном они встретились, там электрички будут для железной дороги 55 штук заказывать. И говорят, 100 рафалей. Политико так хватается за голову и говорит, подождите, ни у Франции нет денег на 100 самолетов, ни у Зеленского нет денег. То есть они реально встретились, ну, это пустопорожняя пиар-встреча получилась. Зато назвали ее исторической. Опять-таки, газ в Греции тоже так себе. Испанские итоги. Смотрите, давайте... Нет, я к чему? Смотрите, я о чем говорю? Я о том, что на самом деле это такой зондаж, да, зондаж, пиар. Или он встречается по другим вопросам с людьми. А Умерова отправил прежде всего там Турция даже не важно, Ближний Восток, он не чтобы... отправил, это его личный антикриз. Умерова отловили за Фаберже на Ближнем Востоке, говорят, едь к нам. Вот смотрите, давайте, ладно, Александр, вы меня... Давайте так, Умеров. Умеров выехал в Турцию, никаких переговоров не вел. Выехал в Катар, никаких переговоров не вел, оказался в США. США – это центр жизненных интересов Умерова. У него там семья, у него там родственники, у него там брат, у него там бизнес. Соответственно, Умеров в США логичен. Его поймали за ФБР, говорят, ну, он дал показания по делу ОПЗ, там, где уже Горбуненко, гражданин, пошел на сделку со следствием. И от этого отталкиваясь, понимает Зеленский, что может ожидать. А возможно, они и созванивались, я же не знаю, ну. В соответствии Зеленский берет и говорит, в Испании находясь, перезагружаем мы переговорный процесс с Россией о войне. Я лечу в Турцию к Витку. Давайте, ребята, посмотрим на его турне, ну, реально. Греция. Будет газ, будет в Одессу. Чей газ? Нахрен ты об Одессе говоришь? Ну, вот реально, ну, Александр. Будет газ, он будет приходить в Одессу. Ты просишь, чтобы туда ракеты летели? Не полетят. Американский же газ. А какая, ну, мы понимаем. Ну, то есть, если а он американский, вы уверены? Ну, объявили, что закупка у Америки, Ну, конечно. объявили, я тоже могу выйти сейчас на балкон и прокричать, что я там кто-то.
Смысл? Дальше едет в Катар. В Катар вообще непонятно. Говорит, буду заниматься обменом. Думаю, каким обменом? Какие военные? Ну, в Катаре можно с копьем на верблюде поскакать. Или на американской базе. Ну, это понимаете, да? То есть потом оттуда он перемещается в США. Ну, вы про Умерова сейчас. Да, по умерам. Он перемещается в США, и там вот пошла вся жара. И после этого Зеленский сдувается. Я уверен, что Умеров дал показания. Зеленский это понимает, что это звездец, не просто звездец, а звездец всему. И он готов уже к перезагрузке. Ему позвонили, говорят, нам Витков прилетит, он тебе расскажет, как двигаться по переговорам. И все. На каких переговорах? На будущих между Украиной и Россией. Ну так погодите. Тут же возникает самый деликатный момент. Переговоры себе с самого начала запретил Зеленский. Нет, подождите. Вы меня толкаете на то, что... Смотрите, я уверен, вот я сразу, чтобы мы дальше не продолжали, я уверен, что бы ни происходило, пока Зеленский исполняет обязанности президента, переговоры могут быть, результата не будет. Эта зеленая гнида будет делать все, чтобы уйти от переговоров, уйти от ответственности, уйти от всего. Это очевидно, это понятно. Можно отставить Ермака, отставить правительство, сделать правительство, назвать его национальное единство, как угодно. Это желание добраться до корыца, похрюкать возле него и не более. Изменения системные в стране и путь к миру лежит только через одно. Конституционное отстранение от власти Владимира Александровича Зеленского. Более того, я планирую в пятницу максимум записать интервью, очередную часть с Александром Тупицким, главой Конституционного суда, и прописать для неучей проект решения. То есть, чтобы парламент просто, и попрошу там парламентариев, которые, чтобы его внесли, об отстранении от исполнения обязанностей человека, который пересидел, грубо говоря. Смотрите, это все, конечно, хорошо и прекрасно. Но это как бы вариант малопроходной. Ну, мы посмотрели на цирк сегодня... Ну, почему? Смотрите, мы сегодня посмотрели на цирк в Верховной Раде. Чего они хотят? Они хотят там, отставки Кабмина, национального единства. В Раде хотят там, переформат Рады. А некоторые слуги говорят, да, хотели бы, вот, ставят условием сбить Ермака, иначе этот переформат они помогут начать. Насколько эта информация оправдывается? Почему? Потому что очень цинично предлагаю всем критически посмотреть на ситуацию. Значит, военное положение продлевать так-сяк. С НАБУ вот этот черти шо делать летом, когда Зеленский то отменяет независимость НАБУ, то возвращает, унижая парламент. Ходить под, ну вот скажем, колпаком Банкова и под колпаком Зеленского, пылью на сапоге, они вот ну, не стеснялись. А тут сейчас... как-то все перья расправили. Не кажется ли вам, что это все шоу и постановка, прежде всего для американской стороны? Ну, чтобы условно затянуть время и затянуть их, условно, на украинскую сторону. Смотри,
Трамп, я Зеленский снизошел до Уиткофа. Вы помните, какими его словами обзывали? Последними. Келлог где? Келлог, ау, его нет. А Виткофом даже встречаются. Александр, на самом деле вы не правы только в одном. Это вся публика, это все зеленое болото парламентаризма, оно взбунтовалось. Зеленые кнопочки взбунтовались. Во главе бунта стоит никто иной, как Давид Георгиевич Арахамия, который хочет сбить Зеленского, но не с поста президента, а сбить спесь Зеленского, то есть убрать Ермака и быть возле Зеленского королем номер 2. То есть, пускай царь Мидас остается, а мы возле него тут будем, но другие. Это вот план Арахами. Естественно, оппозиция видит свои планы, тоже хочет куснуть какой-то кусочек пирога. Порошенко, Тимошенко, Голос, ну, все хотят откусить. На самом деле для нашей страны это ничего не значит. Самое главное на сегодняшний момент – это будут ли переговоры о мире. Потому что вот эта вся публика, Александр, зеленые и же с ними, они как роса на солнце, как в нашем гимне, исчезнут за 5 минут после начала реального мирного процесса. Люди четко понимают, люди боятся просто выйти, боятся сказать и боятся потому, что с одной стороны российские шахеды, ракеты и все, а с другой стороны репрессивный аппарат зеленый. Как только это рухнет, и все. Вся оппозиция, которая говорит о чем угодно, кроме отставки Зеленского, ну, не отставки, а отстранения, отставки там быть не может, она врет, Александр. Она врет, и ни к чему это не приведет. Это приведет к любым манипуляциям. Ну, Факир был пьян, грубо говоря. Но никак не приведет к миру и никак, тем более, не приведет к этому. Хорошо, давайте тогда попробуем понять Ермака. Значит, он у нас Алибаба, фигурирует якобы. Ну, там меняются на самом деле вот эти прозвища, оперативные псевдонимы или как это. Они вообще, я так понимаю, друг другу их давали, да, то есть, ну, чтоб для конспирации, да. Ты там будешь этим, там, славянский шкаф, вот это пароль, отзыв, все это мы помним. То есть это свидетельствует прежде всего о подготовке и системности. Подготовка и системность. И когда вот всем так весело, и бедный Чернышов, вот сейчас возобновилось заседание, по его, может, во время прямого эфира мы узнаем. Почему он бедный? Он не бедный. Он отбивается, вот он такой, говорит, я не Че Гевара я, нет, я Чернышов. Он делает правильно, его так научили адвокаты, но достаточно слабо это все выглядит, не впечатляюще. И тут я соглашусь с многими, которые говорят, что кум Че Гевара, кум Зеленского, в общем, ну, как бы он встрял. Александр, смотрите, давайте, ну, если за Чернышова, а потом, ну, остальное. Я вот это вот, когда смотрю на Чернышова и на всю эту историю с ним, у меня в глазах всплывает фрагмент фильма «Место встречи изменить нельзя». Один из моих любимых фильмов детства, и всплывает сцена, когда
Высоцкий, он же Жиглов, говорит предателю: ты не нас предал, ты предал погибших товарищей. Предал за домик в деревне с коровой и свинкой. А я, вот когда вижу Зеленского, я сразу думаю, ты же не нас предал, ты предал ребят, которые под Покровском, Мирноградом, Авдеевкой, Мариуполем полегли за домик с бассейном. Поэтому Чернышов – ключевой элемент. Чернышов по кличке Нос, который потек, он главный элемент в этой всей истории психологически. Вот эти 4 домика, Межигорье-2, Александр, это, сидит там где-то в Москве, в Барвихе, Виктор Федорович с сыном Александром курят в сторонке и думают, нихиба себе. 4-й год война, а они строят поместье, они строят династию. Они передают на пленках Миндича Чернышову бабло для строительства домика с бассейном. Говорят, остальные можно заморозить, вы слышали это. А это надо достраивать. То есть это полный не то, что звездец, а это даже не вмещается в головы людям. И, это вообще, это просто. Теперь, смотрите, вот нам пытаются рассказать, что есть Минтич, есть Ермак, это зло. А Зеленский, он такой, он парень с сериала, Голобородько, пробежал на велике, проехал и все. Не-не-не. Во главе преступной организации стоял Владимир Александрович Зеленский. Это он, царь Медас, он. А у подножия уже находятся Ермак, Миндич, Шефир и так далее. И опять же, вот Шефир, а что с гражданством? Мы тут, и у вас и в эфирах, и у себя, и я публиковал 150 раз документы. Что с Шефиром, с его российским гражданством? Он был первым помощником президента. У меня вопрос. Выходит так. Иван Петро Семен в окоп, а Шефир с российским гражданством, с Миндичем обсуждают, как за Чернышова заплатить залог. А что за двушка в Москву ушла? Понятно стало за неделю? Двушка ушла Андрею Деркачу, а вопрос теперь уже у меня даже не к нашим. С нашими все ясно. У меня вопрос к россиянам. Вот нас же много смотрят граждан Российской Федерации. Они любят в комментариях писать Мосичук, кто это. У меня к вам вопрос. А двушка? Двушка где? Как там сенатор? У вас все в порядке? Потому что выходит, в Украине понятно, мы будем разбираться, а готовы в Российской Федерации спросить, а где двушка? Вот в чем вопрос. А ответа нету. У меня другой к нашим, потому что с Россией мы задали виртуальный вопрос, а к нашим вопрос такой. Все связи Андрея Деркача после этой истории должны быть опять же подняты, правильно? Я же логично был. Исследованы, где он там, с кем он там и все. Хотите, Александр, вот у нас же кричат, а ту УПЦ, а ту УПЦ. А знаете, до последнего дня, до того, как выехал в Россию, где проводил встречу Андрей Деркач?
Я вам расскажу. Андрей Деркач проводил встречу в храме митрополита Дробинка. У ПЦУ. Ну, смотрите, проводил и проводил. Тут как бы чей храм ближе, там и проводил. Нет, так не в храме вопрос. Вопрос в том, понимаете, я могу привести там десятки примеров. Вопрос в том, если мы нападаем на УПЦ, то почему мы не спрашиваем у гражданина Тропинка, что это было? И так далее. Вот в чем вопрос. Нет, понимаете, в чем дело? Я вообще, если честно, вот этим всем храмом я абсолютно не удивлен, потому что ведут себя товарищи как заправские, вот именно там, вот эти, судя по этим кличкам, судя по всему, как вот, ну, абсолютно продуманные и четко знающие отходные пути. Вся эта история с друзьями Зеленского, она показала, что они готовились, они были максимально готовы. То есть и указ можно гражданства лишить, тайно засекретить на сайте президента, и у всех все хорошо. Я не могу понять, чему радуется Коломойский. Вот смотрите, у него прям нескрываемая радость от того, что происходит. Игорь Валерьевич, я не хочу сейчас говорить, Александр, но там есть некоторые нюансы. Дай бог, если они совершатся, мы с вами вместе, обсудим. Но Игорь Валерьевич прямо причастен к этому всему. Он прямо ездил в НАБУ, он сам давал расклады, он попросил Боголюбова с его квартиры ввинтились в квартиру Миндича. Он четко понимает, что Миндич – это подай, принеси, пошел далеко и пожар шашлычок в Вове. Вот. Мне мои друзья, которые, будем говорить, сидели не раз с Игорем Валерьевичем, сказали, какой этот Миндич. Его даже котлеты жарить не пускали и подавать. Он такой, потрежь колбаску, поднеси 100 грамм. То есть нечего. И Коломойский дал четкую подачу об этом. И это понимает все. Царь Медас – это Владимир Александрович Зеленский. И Шефиров, гражданин Российской Федерации. И Миндич, гражданин Израиля и Российской Федерации. Это люди, которые у подножия трона Медас. Без него ничего не решалось. Вот смотрите, общак. Общак Зеленского – это Зеленского общак. Это не общак. Как он появился? Вообще изначально он начался с кассы 95-го квартала. У них было принято, вот проходит концерт или проходит там корпоратив. Заработали 100 тысяч, грубо говоря. 10 раздали участникам, 90 в кассу. Потом надо там, допустим, этому кошевому Жене Лысому купить квартиру, потому что у него дети родились. Взяли с кассу, там, купили. Это была касса взаимопомощи. Но когда Зеленский стал президентом, произошло две вещи. Первое. Квартал прозрел. Они увидели его состояние. Квартал какой? 95-й. Актер имеется, труппа. Актеры, да, они прозрели. Те, кто поняли, что их, грубо говоря, имеют, они сказали «до свидания» и ушли. Те, кто решили подтанцовывать, остались. Потому что состояние Зеленского,
не соответствует. То есть касса оказалась, ну, понимаете, в состоянии Владимира Александра. И он перенес эту кассу на уровень коррупции государств. То есть, когда, условно, по энергоатому, то, что мы все слышали, допустим, 100 миллионов, то 90 миллионов в кассу, а 10 вот этим вот лошпандеям, которые, ну, этим все занимались, от рядовых исполнителей, заканчивая другими. Когда Шефир и Миндич говорят, что с кассы взять, чтобы Чернышову оплатить залог, то без Зеленского это решение приниматься не могло. На самом деле держатель общака один – Владимир Александрович Зеленский. Кассир Шефир, наполнитель Минтич и подобный. Мы на самом деле все говорят, тут смотрите, что происходит. Начался Минтич, скандал, все. А дальше что? Пауза. А почему пауза? Потому что ставят, я извиняюсь, в позу раком и заставляют делать то, что надо. Нету никаких в этом других интересов. Александр, это то, что мы не раз с вами говорили о том, что национальные интересы где-то вот там. Погодите, а кто ставит? Трамп Да. или демократы в игре с Трампом? Не, в данном случае ставит Трамп. Это очевидно. И завтрашняя встреча с Виткофом этому подтверждение. Он полностью сдается, он идет, но я не верю. Вот знаете, по Станиславскому. Вот каждый эфир, друзья, зрители, вы не видите это, каждый эфир Александр говорит, пауза по Станиславскому и поехали, Игорь Владимирович. Так вот, по Станиславскому я не верю. Я не верю Зеленскому. Он будет обещать, он будет говорить, Александр, но он ни хрена в конце не сделает. Потому что война для него – это способ выживания. Даже если произойдет отставка Ермака, что я очень слабо верю, Ну, то есть вы не думаете, что собьют? я думаю, что Зеленский будет искать со своими слугами компромисс. Арахамию, который сбунтовался, будет ставить где-то на паузу. И я думаю, что он согласится на отставку Кабмина и формирование нового под вывеской там национального единства или чего. Так только ж поменяли вроде. Вот только-только. Там Свириденко только Александр, калькулятор взяла, начала считать, рассказывать, как она будет инвестировать в то, чтобы построить Александр, газу. это не важно, важно другое. Поменяют Кабмин. Кабмин сейчас в нынешней модели украинского государства ни хрена не значит при наявности зеленых кнопочек. Вот зеленые кнопочки взбунтовались, присоединились к Порошенку там голосу и получили Кабмин новый, обозвали его национального единства, поставили там во главе якогось X, неважно кого. Зеленский, в свою очередь, будет отстаивать Ермака, ну, в торгах с ним. Что вот вам Кабмин, а оставьте любимую мою Аву Борисовну, чтобы мы вместе в бункере спали, вот, ну, и тому подобное. Вероятно, это будет происходить так. Если это так будет происходить, это ни хиба, как я говорю, не значит для нас. Ну, для нас это для украинцев, для Украины. Почему? Потому что поменяются месторасположение кроватей,
а я извиняюсь, бляди будут стоять, ну, может, в других позах, но те же самые. На самом деле ключевой момент один. Царь Мидас должен быть не сверху. Я в этом убежден. Все остальное – это хня. Они пытаются добраться до корытка, чтобы быть возле него при слабом царе. Они не думают о жизни людей и о будущем страны. Вот и все. Новости интересные приходят. Это причем так во время нашего эфира было, когда он только начинался. Значит, был удар по Воронежу, по некоторым объектам. И вот во время эфира Генштаб как бы выходит и говорит: смотрите, это мы нанесли ракетами Атакмс. Атакмс. А что не Фомидич? Вот Атакмс, понимаете? Ну и параллельно там один беспилотник над Москвой сбили, второй беспилотник. Это Собянин, мэр Москвы, отчитывается. Вот сейчас над Рязанью какой-то шар, как бы воздушный зонд, шар, в общем, тоже объявили угрозу воздушную. Всегда Зеленский это делает для какой-то усиления позиции. Это перед Виткофом или чтобы, ну, скажем так, градус потужности не терять? Смотрите, встреча с Виткофом будет завтра происходить следующим образом, Александр. Витков скажет Зеленскому: ты готов? Он скажет: да. Но дальше произойдет Намахалов. Потому что царь Мидас ничего не отдаст. Если Трамп, потому что Витков это, ну, мы понимаем, это Трамп, если Трамп поверит в очередной раз Зеленскому, то Трампа отымеют, и это, к большому сожалению, многим закончится для него плохо. Ну, я не знаю, кто отымеет Трампа. Он сам, видите, всех имеет. Демократы. И с Эпштейном уже брата нашли Эпштейна, говорит, все правда, Трамп. Смотрите, я не хочу в эту внутрянку американскую нырять. Я скажу единственное. Если Трамп поверит в очередной раз этому зеленому чудовищу, то его намахают, и глобалисты будут петь, танцевать и кричать: вот мы. Все. Ну, а я так понимаю, война продолжаться. Смотрите, тяжелейшая ситуация на фронте. Тяжелейшая. На Запорожском направлении в районе Гуляй-Поля и на Днепропетровск. На Днепропетровском вообще прорыв на 20 километров просто охренеть. Это даже, ну, тяжело комментировать. Осталось с места россияне находятся. Если они закрепляются, 20 километров до Синельникова, 20 километров до Павлограда. Это звездец инфраструктуры. Это не означает, что упадет Запорожье и Днепр. Но это означает, что они будут в полной попе, грубо говоря. И на фоне этого, если Зеленский сыграет, а он сыграет историю: мы идем на мирные переговоры, но поворачиваемся к вам зеленой дупой, то это будет означать тяжелейшие последствия для Днепра и Запорожья. Их не возьмут. Но то, что эти города превратятся в призраки, это точно. Ну, знаете, тут мне вот эта вот аналитика во время ужаса тоже кажется духоподъемной.
Я объясню почему. Нам говорят, не возьмут, не возьмут. Так а защищать кому? Сегодня городская власть со ссылкой на журналиста Бойко объявила, что на Лычаковском кладбище Львовском осталось 20 мест. 20. И в спешном порядке городские власти пытаются выделить там рядом кусок земли, чтобы его как бы продолжить. Эта новость такая, она вроде как региональная, да, она вот, но она же нам о многом говорит. Уровень потерь колоссальный, а Александр, армия СЗЧ, люди, которые не хотят на Лычаковское и вообще на любое другое кладбище или в земле там оставаться без кладбища, они, ну, все как галопирующим образом растут. Александр, вы абсолютно правы. Воевать на сегодняшний момент некому, призывать некого. Трагедия колоссальнейшая. Защищать города будут только те, кто в них находятся. И не военные больше, а те, кто не хотят, чтобы произошла смена каких-то местных элит. Ну, понимаем, да, это сам. Кладбища растут как дрожжи. На самом деле, реально, Александр, мы имеем потери за 1 200 000 точно. И все попытки вот этой зеленой шобы рассказать, что мы там вот это насколько потужнее, вот потужнее, все, нифига. Есть определенные элиты Днепра, определенные элиты Запорожья, которые не хотят, чтобы пришли русские. Не потому, что они там их это сам. Они просто хозяева этих, городов. Это уже не власть Украины, понимаете? Это не Зеленский, это не парламент, это не Кабмин. Это местные элиты, как угодно их назовите, которые не хотят. И, естественно, они будут оказывать определенное сопротивление. Сможет ли это сопротивление удержать? Навряд ли. Ну, я честно, навряд ли. А возможно, они пойдут, эти элиты, договариваться, понимаете, с россиянами. Ну, это тоже честно надо сказать. Мы стоим у порога потери государственности полной. И как дальше будет все это происходить, зависит только от одной истории. От того, будет ли царь Мидас при власти или не будет. Мне скажут, так какая разница, кто там будет? А я отвечу, разница очень большая. Эта публика не допустит никакого мирного разрешения процесса, потому что мирное соглашение с Россией для них означает тюрьма, твой дом. Все. Ну, погодите, почему для местных элит не означает, а для них означает? Потому что местные элиты не совершали глобальные преступления, такие, как совершают зеленые гниды. Это очевидно, это понятно. Плюс для России они договоряемые, эти местные элиты, для России зеленые гниды не договоряемые от слова вообще. Я вам скажу, не хотят и не будет никаких переговоров, пока царь Мидас находится там. Может ли Трамп договориться, чтобы с царем Мидасом увиделся Путин? Может, но Путин, по моей информации, моему убеждению, не пойдет на это. Поэтому мы сейчас находимся, вот помните, мы начали с этого, революция, да, она была помаранчевая революция, потом была революция гидности. Сейчас мы находимся во втором этапе информационной революции. То есть это уже новая революция, которую, по-другому
нельзя как бы это самое. Один человек, кстати, из числа регионалов, который прошел эти революции, который был в 14-м в центре событий, он мне позвонил и говорит: Пьер, вот это все, что делает Зеленский со ставками там министров, санкциями, все, это приблизительно как Янукович отправил в отставку правительство Азарова. Процесс уже не остановить. Процесс пошел. И я уверен, если не на следующий вторник, то через неделю мы с вами будем обсуждать, как стянами тряпками и сраными вениками гонят Зеленского. Ну, то есть, Прямо подождите, то есть настолько быстро, то есть, ну, условно там, как это, там есть человек, который, человек-мем 2-3 недели, а вы еще раньше, то есть неделька 2? нет, смотрите, я сказал неделю-две не в рамках действительно, ну, сейчас я сказал, что это неизбежный процесс. Он запущен. Это может через 3 недели, 4 недели быть, может быть после Нового года. Смысл в том, что процесс пошел. Царь Медас будет изгнан с тяными тряпками и сраными вениками. За Труханова сегодня внесли залог. Сначала одна фирма какая-то, ну, в общем, большую сумму внесла, потом докинули 12 миллионов. Труханов выходит, собственно, под залог из своего заточения, а у него домашний арест. Судя по всему, ну да, в принципе, домашний арест. Дороговато, конечно, можно за такие деньги и дома отсидеться, но зачем выходит? Будет бежать или бороться? Не, бежать он не будет. Его любят многие одесситы. У меня теща одессит. Меня теща достает, зачем нашего Геннадия трогать. Поэтому у него поддержка есть среди одесситов. Это он понимает, и он будет играть свою игру. И я не исключаю, что после падения царя Медаса он будет отыгрывать одну из ключевых ролей в формировании какой-то альтернативной политической силы. Ну, Одессу будут брать? Не, ну смотрите, Киев будут брать. Александр, для Киева Киев мать городов. Одесса портовый город, естественно. Все зависит, смотрите, логика, для меня логика русских понятна. Для меня непонятна логика зеленых гнид. Я понимаю, что как только ударят заморозки, то россияне пойдут на Чернигов, пойдут в район Крут, ну, на Киев и так далее. Для меня непонятна их логика. Вернее, как? Я понимаю логику Зеленского. Я не понимаю логику этих зеленых кнопочек. Они же никуда не денутся все. У них дети, папы, мамы, хай с половиною в Украине. Куда деваться? Ну, в 22-м же так и было. Умотали, кто в отпуск, кто на западную. Ну, так и поступили, поэтому чего? Чего уж там. Интересно, что делать людям без света в этом Киеве, который еще и... А Киев, смотрите, в Киеве, а в моих родных Лубнах, когда сидят по 15-16 часов, говорят, Полтавщину отключили от энергосистемы Украины. А когда мы понимаем, что повторно не только Чернигов, а попытаются зайти на гадящий Синчу, чтобы отсечь газ забрать. Понимаете, мало кто же говорит о том, что если Криворожск
бассейн забирают, и забирают Полтавщину, эту газовую, ну, вы понимаете, часть, а дальше, а что от Украины? Поле, посеяли зерно, и ходить по сполыте чуба чухать. Ну, вот. Поэтому остановка войны сейчас, договор мирный сейчас, это ключевой момент. Мы можем потерять страну, или от нее останется якась хня, которая может Британию и устраивать, ну или кого-то, но нас, украинцев, не устраивает. Ну, я 100 раз говорил, вы со мной не соглашаетесь, говорите, он был нацистом, но Маннергейм был прав. Лучше потерять что-то, но сохранить страну и людей. Нет, ну мы же не говорим, что если нацист, он там всегда не прав и во всем не прав. Ну, надо все очень здраво взвешивать, особенно накладывая на те или иные условия. Просто проблема в том заключается, что нам европейцы говорят, что до конца следующего года. Меня многие зрители спрашивают, потому что я говорю, ребята, до конца этого года, ну, может, чуть-чуть в начале следующего, потому что... Да, я с вами, Александр, я с вами согласен. То, что они говорят многое. Я сегодня смотрел Зеленского там в парламенте Испании. Ну, я бы просил, чтобы его взяли за ухо и буквально там недалеко от Мадрида отвезли в долину Пач и показали, как выглядит Испания. Потому что, опять же, к фашистам, генералиссимус Франк, он перешагнул через все, он сделал место упокоения, где лежат республиканцы, коммунисты, монархисты, фалангисты, фашисты, все вместе, и над ним одна надпись. Они все боролись за Испанию, хоть и видели ее по-разному. И он ввел тот мораторий, о котором я, у вас постоянно говорю, о том, чтобы не обсуждать последствия гражданской войны 25 лет. Я был в Испании, в прошлом году, и говорю, мне интересно там, как это все происходило, они не хотят об этом говорить. Александр, не хотят. Да я уверен, что и украинцы не будут хотеть говорить об этой войне. Вот почему-то мне так кажется. Сами не будут хотеть, понимаете? Потому что солдаты, которые там вернутся с передовой, все так от них чего-то ждут, что они вернутся, что они там вот порядок наведут. Они не будут вообще об этой войне вспоминать и не хотят говорить. Хотя, конечно, сейчас немножко другой этап. Сейчас там они там хорохорятся некоторые. Я там тебя защищал, драки какие-то там то во Львове, то с костылями, то без костылей, то гранаты, то пьянки, то какие-то вот эти моменты, то котов воруют, то еще что-то делают. Александр, вы помните афганский синдром? Нет, я понимаю, это была война где-то, в которой принимали участие чуть-чуть украинцев, пам'ятаєте, да? Помните, да, это? Как чуть-чуть. По сравнению с нынешней, да, войной? С нынешней чуть-чуть, да. А тут вот это от навала, вот это все, естественно, это будут костыли, будут драки, будут пьянки, будет все. Почему я говорю, что мне говорят, вчера записал интервью с Аней Скоробогатовой, и она говорит, 5 километров на запорожском направлении каждый день мы теряем. Ребята говорят, что нету людей, и операторы беспилотников, разведчики, люди других военных профессий идут в пехоту
чтобы, ну, как-то удержать фронт. Я вам скажу, ну, все. А как могут появиться люди? Вы сами подонки, ну, по-другому не назовешь. 3 года бусифицировали и превращали это все в защиту Отечества в дерьмо. Вы одних работников колл-центра бронировали, а Василя Петра на фронт. Вы одних своих сыновей, депутатов, министров, там, чиновников, бизнесменов в Майами, Куршавеле и так далее, а Петра и Василя на фронт. Ну, а как вы хотели, по-другому не будет. Фронт сыпется именно из-за зеленых гнид в первую очередь. Не из-за воина. Воин выполняет обязанность. Да, когда стоит вопрос жизни и смерти, он принимает решение. Но он выполняет в любом случае свою обязанность. А эти мрази, ну, Александр, вдумайтесь. Шефиры, Мендичи, Цукерманы и другие зеленские бабло рубят, а Иван и Петро этот самый, должны за них в землю ложиться под Покровском и Мирноградом. Как они на это смотрят? Понятно, что война тяжелая, разгребать ее еще будем очень долго. Но у меня вот заключительный вопрос нашей сегодняшней основной части. Перейдем к вопросам зрителей. Вопросов тоже очень много. Спасибо, друзья. Если что, не успеем на канале Игоря Масичука. Я ответил у тебя. То есть подписывайтесь, пожалуйста. Там самый простой способ, это, конечно, через Telegram. Там все доступны каналы, но ссылки будут в описании, поэтому переходите, интересуйтесь. И, в общем, спасибо вам большое за поддержку. У вас радость от того, что происходит сейчас с Зеленским? И что конкретно вас удовлетворит? Я имею в виду персональную, или как, персональный исход вот этой ситуации. Александр, у меня нету радости. У меня чувство того, что происходит то, что должно произойти. Раз. Второе. Для меня лично это значит, что я был прав. Как и для вас, я думаю. Что мы находились на стороне света и добра, как вы говорите в конце каждой программы. И для меня важно то, что наша работа информационная, она принесла результат. Потому что на самом деле, Александр, у вас в эфирах, у себя в эфирах, в других эфирах я рассказывал то, о чем сейчас кричат. Открытие! Пленки Минди! Вы же это видели, вы это знаете, вы этому очевидец, свидетель это. Вот, на самом деле, ну, я не гонюсь за славой. Пускай слава достанется железнякам и так далее, которые бегут впереди планеты всей и сливают Алибабу, ну и всех остальных. Я на самом деле стою на одном. Меня интересует будущее моего народа и будущее моей страны. И я хочу, и я знаю, что я вернусь. И уже мне звонили, говорили, я сказал, друзья, готов. Даже готов спецпрокурором по этим всем делам и расставить все точки над «и». Исход Зеленского какой? Исход Зеленского очень простой. Он может убежать,
скрыться, остаться в Британии, отдать власть, а может кончить очень плохо, как Чаушеску или Каддафи. Друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Усидит ли Ермак? Что думаете вы? 14% его показательно разопнут, 23% усидит, 28% уйдет вместе с Зеленским, 35% формально уйдет, но поставят фунта. Вообще, конечно, все это похоже на такой спектакль. Я по поводу варианта победившего, да, вот в нашем опросе. Спасибо большое, что проголосовали, друзья. Значит, нам вкидывают эту Маркарову, понимаете. Помпео входит в наблюдательный совет Миндича компании Firepoint. Да. Александр, если разрешите, я скажу. Ну, этот самый Помпео в наблюдательном совете – это самый классный вариант, который я хотел бы видеть. Почему? Потому что это красная тряпка для Трампа, чтобы добить эту всю гниль. По поводу Маркарова я не верю, не верю практически совсем, как бы она там не петляла, не это человек Яценюка, человек Авакова, и навряд ли ее допустят к таким высотам, ну, о которых мы говорим. Я думаю, что ее вкидывают специально, для того, чтобы устроить сценку. А ту Яценюк, а ту Аваков, а тут свои вопросы решить. Да, значит, перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Начнем, пожалуй, с вопросов, да, вот сообщества YouTube. Вот здесь эти вопросы. Поехали. Значит, кто есть общий враг украинцев и русских? Как можно выиграть войну, если все боятся вслух назвать организаторов войны? Щелин говорит внешний оператор, Девятов термин евреи-каббалисты, Мосейчук употребляет слова леваки-троцкисты, хотя леваками назвать Лейбу Бронштейна это нонсенс. Может, пора обозначить реального заказчика и организатора войны? И цели войны не мифические, а реальные. Как всегда, каждый раз, как только вопрос доходит до этого, ответ начинается со слов «у меня много друзей евреев», может, дело в том, что пришло время отказаться от иудейской религии во главе с Яхве Иегова. Ведь ничего, кроме судьбы Палестины, тогда Украину, ни Россию не ждет. Я знаю, кто задал этот вопрос, и, уважаемый Виктор, хочу вам ответить так. Дело в том, что вы правы, но правы на 50%. Лейба Бронштейн, он еврей. То, что попытки вызвать сейчас антисемитизм и антисемитские погромы есть, и это адекватно понимаю я скажу, смотрите, вот сегодня я прочитал новость. Какой-то омбудсмен, у нас этих омбудсменов развелось как собак нерезанных, сказал, что надо вводить омбудсмена по антисемитизму. У меня есть предложение. Можно Миндича вызвать, можно Шефира позвать, можно даже Цукермана. На самом деле проблема антисемитизма и семитизма в общем, это движется, и то, что сейчас происходит в Украине, все движется в одном направлении. Есть такое озеро возле Умани, возле Мотряного монастыря, где в свое время монах, мой земляк, рожденный в Лубнах, Мельхиседек, осветил ножи для гайдамаков, которые начали восстание, которое известно как Калиевщина. К чему оно привело?
оно привело к тому, что в конечном итоге, благодаря Калиевщине, руководители которой были казнены в Российской империи, Российская империя забрала юг Украины, ну, нынешний юг, и так далее, продвинулась, захватила землю. В данном случае, как сейчас, я скажу, ничего хорошего антисемитизм Украине не принесет. Ну, так же, как и семитизм. Мы четко понимаем, что нельзя в Киеве ставить минору, потому что нельзя ставить дидуха в центре Тель-Авива. Если бы это были взаимопонимающие вещи, не было бы вопросов. Они вызывают сами. Вот. Я вспоминаю, мне рассказывали друзья евреи, как бы это смешно не выглядело, когда Зеленский победил, в Миноре, это синагога в Днепре, евреи радовались, там, танцевали, все, заходит раввин Каменецкий и говорит: да что вы радуетесь? Нам еще плакать от этого придется. Вот весь ответ на ваш вопрос. Екатерина Устинова спрашивает, в недавнем интервью Ермак сказал, что нельзя обвинять Зеленского в коррупции без постановления суда, а вводить санкции, забирать паспорта Зеленскому можно без доказательств. Куда вообще катится Украина? Украина катится в пропасть, если мы ее не остановим. То, что говорил Ермак, это ну, чистая пропаганда. Нельзя делать ни одного, ни второго. Людмила, как вы думаете, почему в госреестрах физюрлиц санкции на 3 года, а на вас, Александра, на 10, на Порошенко бессрочно? Только против гражданина Украины Миндича Тимура на юрлица, где Миндич владеет 100%, частичный конечный бенефициар, собственник, санкции не введены. Да, я не оговорилась, на сегодня на 17:00 в реестрах Миндич, гражданин Украины. Кроме того, братьев Миндичей 2, Тимур Леонид, а также Цукерманов 2, Михаил Александр. Кстати, они оба выехали вместе с Миндичем. Как? Ну, смотрите, вы правы и не правы. Выехал один Цукерман с Миндичем. В реестрах они значатся. Это друзья царя Мидаса. На Александра на 10 лет, на меня на 10 лет санкций, на то, что Порошенко действительно бессрочно, это вообще как шизофрения. Ну, то есть это для меня с юридической точки зрения, у меня критическое отношение к Порошенку, но бессрочные санкции это о чем? Ну, то есть это объяснить нельзя. И вы абсолютно правы, они светятся в реестре как граждане Украины. Я проверял сегодня, мои помощники проверяли, мне бросали ссылки. Их лишили, санкционировали как граждан Израиля. Их лишили украинского гражданства. Только я дико извиняюсь, Геннадия Корбана в страну не пустили к родителям, где папа, мама вообще больная, лежачая, грубо говоря. А этих ублюдков даже с реестра не выключили. Вот, ну, это царь Мидас. Так, Анна всегда элегантно одеты, Игорь Владимирович. Кто-то привил вам такой изысканный вкус, или это врожденное чувство стиля? Супруга. Супруга, мой главный стилист, моя супруга Влада, она подбирает мои образы, я всем раскрою тайны, ничего такого нету. Да, моя мама тоже имела очень большой вкус, но мамы, к сожалению, уже долгий период нет среди нами, Царство Небесное.
Моя супруга Влада следит за моим имиджем, а после того, как пришлось одеть трусы на голову Зеленскому, так тем более. Ой, так, смеется Николай, что Ермака показательно накажут и посадят в кресло секретаря РНБО. Тоже нормальный вариант. Умеров же слился. Да-да-да. Значит, м, Игорь может рассказать, кто на него покушался возле телеканала много лет назад? Вопрос от Могу, Александра. могу. Э, Два гражданина Украины, они были наняты человеком с Кавказа, Делимхановым, который известен как правая рука руководителя Чечни, депутат Госдумы. Об этом есть расследование и интервью на канале «Свободный» нашего коллеги Влада Сидоренко. Если хотите, наберите «Свободный», и вы увидите там интервью свидетеля. Это, кстати, одна из причин, почему я покинул страну. Потому что многие говорят, что я убежал там из-за войны. Это неправда. Я покинул страну до войны и покинул ее по причине того, что зеленые гниды слили дело о покушении на меня. И я понимал, что меня могут убить. Свидетеля, который давал показания, его убили. Ну, вот так где-то. В случае превращения Днепра и Запорожья в города-призраки. Первое. Насколько массовая окажется эвакуация? Второе. Подлежат ли обязательной эвакуации сотрудники госструктур Украины? Например, Пенсионный фонд, МРЭО. Во-первых, Наталья задает вопрос, да. да, во-первых, начнем с конца, подлежат точно. Ну, это правило. А во-вторых, дай бог, мы не доживем до Запорожья и Днепра как городов-призрак. В смысле не доживем? Ну, Вы аккуратнее в военное время с такими формулировочками. не, Александр, я имею в виду, что мы не увидим. Еще Не лучше. доживем именно до городов-призраков. Мы доживем, что они будут как города расцветать. Ну и массовая эвакуация. Не будет. Игорь, кто может взять власть в нынешней ситуации? Ведь нет никого, нет оппозиции, способной что-либо сделать. Как быть? Смотрите, все очень просто. Единственный путь для спасения страны – это путь по Конституции. Берем книгу и читаем. Если найдется, и вот мы говорили с Александром во время эфира, бунт кнопочек зеленых вместе с оппозицией, сместят царя Мидаса, сместят Кабмин, сместят все, пройдет переходной период, пройдут выборы, и вы, дорогие друзья, мы вместе с вами изберем новую власть, и она найдет выход с этой ситуации, я уверен. Так, действия венгерского депутата, передавшего лично документ о Закарпатье Медведеву, не вызывают у вас тревогу? Упоминание в этом документе о нератифицированном референдуме 91 года об автономии Закарпатья, а также заявление о документе нарушения прав венгров и русинов и необходимости обсуждения статуса Закарпатья на мирных переговорах. Как вы думаете, к чему это? Ни к чему. Я понимаю и знаю позицию Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, который сказал, что даже если Путин и предложит, и будут моменты забрать Закарпатье, мы этого делать не будем по ряду причин. Я часто бываю в Венгрии, я очень хорошо отношусь к венграм, венгерскому правительству и к венгерской оппозиции, я и с теми общаюсь. Это маргинальщина, то, о чем вы говорите. Этого не будет. Ни оппозиция, ни Орбан этого не видят.
Валентина, как прокомментируете подрыв ЖД путей в Польше? Смотрите, я не могу комментировать, потому что я не следственный орган, но я скажу единственное. В этом подрыве заинтересованы силы, которые хотят продолжения войны. Какие, думайте сами. Ну, или те, которые не хотят, чтобы американцы уходили с континента. Они же Тоже, уходят. ну, смотрите, Александр, тут я бы так не говорил по одной простой причине. С Польши они точно не уходят. Ну, посмотрим. Да, на самом деле посмотрим. А там, знаете, как уходят, не уходят, но с уменьшенным финансированием и количественным составом. Ну, в общем, да. Значит, уважаемый Игорь Владимирович, Елена пишет, что ожидать гражданам Украины в случае капитуляции Украины? Смотрите, дай бог мы не доживем до этого, дай Да что бог, ж вы это... Игорь Владимирович. дай бог мы не доживем до капитуляции, я думаю, что можно на сегодняшний момент выйти мирным соглашением. Капитуляция для Украины будет означать, ну, фактически исход как минимум 1/3 населения. Кто ближе Мосейчуку? Хмельницкий или Мазепа? Ярема Вишневецкий. Понятно. Значит, известно ли Игорю Владимировичу, как себя чувствует Вадим Карасев? Какие у него планы в свете скоропостижной смерти Балашова? Волнуемся. И о других лишенных законных прав жить и работать. Смотрите, Царство Небесное Геннадию, мы говорили с Александром, тут сочувствие родственникам, близким и соратникам, и тем, кто поддерживал его убил Зеленский своими санкциями, в этом я уверен, потому что он со мной общался. И я видел, как человек переживает, но, знаете, допустим, каждый человек воспринимает это по-своему. Для меня санкции – это как награда. Я понимаю, что надо гнать зеленый гнит. Чем больше наград, тем больше буду под задницу им пинать. Да, очень, кстати, благодарю за то, что благодарите. Это вот прям спасибо большое, что пишете. Вот там Алина Вострелова, благодарности передаю, другие, собственно, за эфир, за стрим. Знаете, как это доброе слово, даже вот мы в чате, например, я прочитаю, например, даже если оно как бы не прочитано будет, да, вот публично или не публично, или там пробежится, проскроллится лента, все равно оно остается. И это о вас говорит, как о хорошем человеке, и большая благодарность за то, что пишете хорошие и добрые комментарии. Андрей, Игорь, напряженность между Китаем и Японией сегодня перерастет во что-то большее или затихнет? Я думаю, затихнет, но противостояние этих двух стран, оно исторически будет продолжаться, но я думаю, больше в экономической площади, чем в какой-то другой. Оцените, пожалуйста, Разумкова сегодня с Карлсоном на трибуне парламента. Ну, Разумков абсолютно прав. Я вам скажу, друзья, давайте еще вот откинем все, сантименты, отношения, все. Если мы говорим о спасении страны, о том, чтобы не гибли наши друзья, близкие, знакомые, родственники, кто в вооруженных силах, если мы говорим об окончании войны, нам надо во главе парламента человек, который заменит этого кнуря из Хмельницка, я про Стефанчука, и который сможет говорить как с Москвой, так и с Вашингтоном. Нравится, не нравится. У меня есть только 2 человека с парламента, которых я могу назвать. Есть третий, но третий от кальяна в вишаке не оторвется. Я в Барахаме, если что.
Этот самый. Есть Юлия Владимировна Тимошенко и есть Дмитрий Разум. Они могут говорить с Путиным, они могут говорить с Трампом, они могут. Это о многом говорит. Поэтому к его выступлению я отношусь положительно, но я хочу, чтобы царь Мидас пал в преисподнюю, и, соответственно, появились люди, которые будут выводить страну из этого горя. Зачем покушались на Шойгу? Для картинки, спрашивает пользователь. Да. Извините, не называю ряд пользователей, потому что, ну, я Да. объяснял, да, там есть, у меня такая функция, у меня стоит так, что это через собачку, и непонятно имя и фамилия. Да, для информационного, чтобы перебить, да. Так, значит, сейчас вот здесь вопрос был интересный. Да, вот, два вопроса. Ваша любимая песня с исполнителем, хотя бы пару строк, и спрашивают, что у вас в кружке. В кружке у меня было, вот смотрите, было кофе в обох. Я 2 кружки кофе делал, потому что у меня кофемашина в этом месте, она не делает, ну, чашек нету больших. Что касается любимой песни, группа «Крови на рукаве», Цой. Ой, Я скажу даже почему. Как сейчас помню, город, остров Псковской области, 90-й год, молодой Мосищук, бритый, налысо, взвод. Идем, поем, группа «Крови на рукаве». Стоит офицер, подходит там, ну, с штаба. И, подонки, что вы поете? Вы в этой траве на всю жизнь останетесь. Ну, как видите, я с вами. да, друзья, спасибо большое, что были с нами. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Поддержите канал Александра. Кто-то лайком, кто-то репостом, кто-то донатом. У него там целая сетка, как это можно сделать. И, друзья, будет вам счастья, всем нам мира, и будем жить. Берегите себя, добра и света. Увидимся.